продолжаем наши видеообзоры, и сегодня мы хотим представить вам к обзору 2014 года полноразмерный пикап Dodge Ram комплектации Sport, полный привод. Так случилось, что наибольшей популярностью у наших клиентов пользовались пикапы марки Toyota Tundra. И мы уже снимали огромное количество видеороликов разных моделей, комплектаций. Также мы делали серьезный тюнинг на эту модель. И также мы делали и на другой пикап, большой Ford F350. Все эти видеоролики вы сможете найти у нас на нашем канале. Dodge Ram, в принципе, тоже пользовался достаточной популярностью. И мы немало экспортировали этих машин, как новых, так и БУ. Но наш видеоканал существует всего лишь 2 года, и это будет наш первый серьезный обзор пикапа именно этой модели Dodge Ram. Так, давайте начнем. Перед нами 2014 года полноразмерный пикап Dodge Ram 1500 комплектации Sport. Вы видите, машина с самой большой кабиной, Crew Cab, полноразмерная задняя дверь. Хочется отметить, что до рестайлинга 2013 года эта машина выпускалась еще с большей кабиной, называлась Mega Cab, то есть за задней дверью еще была такая широченная стойка размером где-то порядка 25 сантиметров, и кабина была больше. Но с 2013 модельного года эта кабина перестала выпускаться. Кузов у нас самый короткий, 5 фитов 7 инчей, это по нашему это 1,70 м. Также доступны кузова 6 фитов 4 инча и 8 фитов. Хочется отметить, что в 2013 году Dodge сделал рестайлинг своей самой популярной модели. Внешне они поменяли немножко решетку радиатора, изменились передние бампера. Вы видите, в бамперах появились такие, можно сказать, вертикальные противотуманки. Изменилась головная оптика. Вы видите, здесь у нас появились LED фары внизу дневного света. Также у нас, видите, капот, спортивный капот. Это дополнительная опция. Стоит она порядка $800 с такими дефлекторами. Решетка у нас тоже окрашена в цвет кузова белый. Это тоже часть комплектации Sport. Что еще у нас изменилось? Задние фонари тоже уже с LED элементами, вы видите. И задний бампер тоже поменялся. Кстати, глушитель у нас Автомаркет от компании Magnaflow. Мы вам потом продемонстрируем его работу. То есть это не родной, не стоковый глушитель. Мы также установили подножки. Это подножки от компании FX Trail из нержавеющей стали шириной 5 дюймов. И также была нами заменена резина. Мы установили All Terrain резину. Вы видите, какой у нее внедорожный протектор. Компания Firestone Destination. Вот вам поближе демонстрируем протектор. Резина совершенно новая. Видите, красивые спортивные диски 20 диаметра. Размер резины 275/60 R20. Ну, а теперь давайте заглянем под капот нашего автомобиля, пикапа.
Вы видите, здесь у нас уже стоят амортизаторы на капоте, то есть никаких палок поддержек нету, как в более дорогих версий. Штатная подсветка автоматическая уже, вы видите, в обшивке капота стоит. Двигатель на версии Dodge Ram 1500 комплектации спорт устанавливается двигатель только Hemi. Это знаменитая V-образная восьмерка объемом 5,7 литра и мощностью 395 лошадиных сил. Мощность после рестайлинга была повышена на 5 лошадиных сил. И также после рестайлинга сюда устанавливается новая автоматическая коробка передач 8-ступенчатая. Что здесь у нас еще? Вы видите, более мощный аккумулятор стоит, такой специальной обшивки. Усиленный стоит стартер и генератор на этой машине. Так, еще по двигателю технические характеристики. Расход топлива в городе 16 литров на 100 километров, за городом 11 литров на 100 километров, что в принципе вполне приемлемые показатели при таком объеме и при такой мощности и при таких размерах. Разгон до сотни заявлен производителем с полным приводом и с такой кабиной 5,9 секунд. Хочется также добавить, что по вариантам двигателей на эту модель, я имею в виду Ram 1500, возможны двигателя также V-образная шестерка объемом 3,6 литра. Это известный крайслеровский двигатель Pentastar мощностью 305 лошадиных сил. И не так давно начал поставляться и трехлитровый дизель мощностью 240 лошадиных сил на этот пикап. Кстати, на дизель трехлитровый производитель дал гарантию 100 тысяч миль пробега, либо 5 лет. На бензиновые двигателя 60 тысяч миль пробега, либо те же 5 лет. Ну, а теперь давайте познакомимся с интерьером нашего автомобиля. Повторюсь, это у нас самая большая кабина, крюкеп, полноразмерная задняя дверь. Задняя дверь открывается у нас, смотрите, на угол практически 90 градусов. И хотим продемонстрировать вам вообще размеры, и что, какие трансформации можно делать с этой кабиной. Видите, мы постелили новые Weathertech коврики сюда. Давайте мы вам покажем, какие опции у нас здесь есть. Вы можете просто поднять заднее сиденье кверху, и у вас получается вот такой вот размер. Сейчас мы получше продемонстрируем. Вот смотрите, сколько, если у вас нету пассажиров на заднем ряду, вы можете вот насколько увеличить ваше место для багажа. Также вы видите, внизу в сиденьях установлены маленькие LED лампочки, вот мы вам демонстрируем, которые подсвечивают пространство на полу. Так, следующая трансформация, которую мы вам продемонстрируем, можно как бы выровнять пол для удобства. Вот таким вот образом мы, видите, выровняли пол. Теперь мы вам демонстрируем удобство посадки пассажиров второго ряда сидений. Вы видите, переднее сиденье отрегулировано под меня, водительское, рост 1,90 м. И я вот насколько удобно нахожусь сзади. Наклон спинки заднего сиденья тоже очень удобен. Он хорошего градуса наклон, то есть ехать очень комфортно и
я бы сказал, на дальнее расстояние. 2 человека будут себя чувствовать великолепно на заднем сидении. 3 немного тесновато, но все равно достойно, потому что ширина у этого трака великолепна. А теперь я перемещаюсь дальше. Здесь у нас сиденье придвинуто ближе к консоли передней. И посмотрите, какое пространство у меня для ног. Существует подлокотник для задних пассажиров. То есть задние пассажиры едут очень-очень с комфортом. Места над головой тоже достаточно, еще запас где-то сантиметров 10 у меня. Тут же существуют подстаканники для пассажиров, разъем на 12 вольт, все удобства. Что еще хотелось бы продемонстрировать, это то, что наш пикап оборудован системой бесключевого доступа, ну и естественно кнопкой пуск старт двигателя. Вот вы видите ключ тоже изменился. После рестайлинга они ушли Dodge от мерседесовских форм, хотя не полностью, Крайслеры продолжают выпускаться с ключами, как у Мерседеса. Вот они поменяли ключ, вы видите. Также на ключе есть кнопка дистанционного пуска двигателя. Ну и опять же, ключ лежит у вас в кармане, вам не надо его доставать. Машина закрыта, вы просто подходите и кладете ручку на дверь, машина открыта. Точно так же закрыть, вот существует черная кнопочка, машина закрыта. Ну а теперь давайте перейдем к водительскому креслу. Так, здесь у нас, вы видите, блок управления, открытие окон. Это у нас зеркала. Зеркала у нас складываются автоматически. Так, здесь у нас управление головным светом, противотуманки. Эта кнопка — это включение света над кузовом. Это управление яркостью подсветки. Также вы видите, вот у нас кнопка электронная регулировка педального узла, то есть вы можете регулировать, поднимать или опускать педали. Руль у нас не электрическая регулировка, и регулируется только по высоте. Вот этот рычажок. По выносу руль не регулируется. Сзади, видите, у нас это переключатели на каналы, с той стороны громкость звука. Сейчас мы демонстрируем вам вид со стороны переднего пассажира. Вы видите, пассажирское сиденье не электрическое. Здесь у нас отсек находится домкрат и баллонный ключ. Салон у комплектации спорт комбинированный, вы видите, кожа и ткань. Сиденья очень удобные, эргономические, с хорошей боковой поддержкой. Хочется отметить, что наибольшие изменения после рестайлинга претерпел именно салон автомобиля по сравнению с экстерьером, с наружными элементами кузова. Конкретно новый, вы видите, большой 8-дюймовый дисплей в центральной консоли. Сейчас мы вам поближе все продемонстрируем. Давайте мы начнем сначала с переключателя передач. Вы видите, сделали дальше совсем новую фишку, похожую как у Range Rover'ов. То есть такая шайба, и это вращением этой шайбы мы меняем передачи. Так, вот мы вам продемонстрируем камеру заднего вида, очень хорошего разрешения экран. Вы видите, также изменяется направление специальных полосок, показывающих направление вашего движения. Следующий элемент, на котором хотелось бы заострить внимание, это блок управления приводами автомобиля. Вот вы видите, он расположен прямо под переключением передач. Внизу ряд кнопок, набор. Давайте рассмотрим их повнимательнее. Итак, сейчас у нас включен задний привод, вы видите.
То есть в стандартном режиме машина работает на заднем приводе. Мы можем переключить его на полный привод автоматически. А как это работает? То есть, опять же, в нормальных дорожных условиях машина будет заднеприводная. Как только задние колеса начинают проскальзывать, буксовать, включается передняя ось, и машина уже работает как полноприводная. Следующая кнопка. Мы можем сделать постоянный полный привод, заблокировать дифференциал. Вот сейчас будут обе оси ведущими. И еще у нас есть возможность сделать полный привод на пониженных передачах. Чтобы включить его, активировать, видите, мы сейчас нажимаем, и нам пришло сообщение на наш дисплей. Чтобы сделать это, надо переключиться в нейтральную передачу, поставить. Вот мы сейчас в нейтральной. И вот сейчас у нас машина перешла на пониженную передачу. Как это работает? То есть в машине есть трансфер кейс в коробке передач, это редуктор по-русски, который переключает передачи. Есть как бы два положения: повышенное и пониженное. Вот в данном случае он переключает на пониженные передачи, и у нас включается режим постоянного полного привода пониженного. Этот режим можно использовать только в бездорожье, на каких-то крутых подъемах и при скорости, по-моему, до 27 миль в час. Так, и вернемся в паркинг. Ну и также вы видите пятую кнопку посередине, N. Это кнопка перехода в нейтральное состояние именно трансфер кейса. Для чего эта кнопка нужна? Этот режим используется при перевозке машины буксиром. То есть вы едете на большом RV, это дом на колесах, и сзади буксируете ваш трак, пикап. И вот, чтобы его буксировать, вам нужно включить вот эту передачу. Включается она, видите, маленькая такая кнопочка здесь посерединке, включается наконечником шариковой ручки. Вот, то есть такая возможность тоже присутствует. То есть очень функциональное и удобное вообще управление приводами у нашего Dodge Ram. Также мы уже вам говорили, что автомобиль оборудован кнопкой пуска двигателя, то есть вам не надо доставать ключ из кармана. Давайте мы поближе рассмотрим различные режимы работы нашего центрального дисплея. Вот видите, он достаточно большой, еще раз повторюсь, 8 дюймов, это тач дисплей. Мы можем зайти в настройки. В настройках мы можем менять. Вы видите, мы можем поменять величины в метрические. Вы видите, перешла температура в градусы, а показатели у нас в километры перешли. Так, вернемся к ES величинам. Языки. Ну, языков тут небольшой выбор: английский, испанский, французский. Русского у нас нету. Ну и различные там подсветки дисплея. Здесь у нас медиа, то есть может быть подключен диск, может быть по USB, по AUX cable, CD-карта, Bluetooth. Это блок управления климат-контролем, подогрев сидений, подогрев руля у нас присутствует, затемнение зеркала заднего вида. Также у нас еще хочется отметить, в зеркале встроен датчик. Здесь у нас датчик дождя, то есть дворники работают автоматически от этого датчика. Это у нас
блок управления климат-контролем. Телефон не подключен. Это у нас различные application, которые вы можете загрузить и использовать ваш мобильный телефон как точку доступа. Так, дальше здесь вы видите блок управления климат-контролем кнопочный. Вот кнопки подогрева. Перевод, если вы что-то перевозите, лодку, квадроцикл, вот вы видите кнопка товинг режима. Это отключение системы стабилизации. Дальше я хочу продемонстрировать вам, насколько много тут различных ниш и емкостей, подстаканников, то есть для путешествия, для перевозки очень удобно. Вот вы видите, сейчас мы продемонстрируем центральную консоль. Тоже она несколько составная. Вот вы видите, здесь для хранения каких-то бумаг, кошелька, телефона. Это для копилка такая для мелочи. Здесь же вы видите у нас разъемы для USB разъем, для SD карты на 12 вольт разъем. То есть очень удобно. Но открыв всю крышку подлокотника, вы получаете вот такой вот достаточно емкий, объемный ящик, тоже для хранения различных вещей. Так, зеркало у нас с самозатемнением, мы говорили. Здесь же вы видите, внизу у нас кнопки Road Assist в зеркало встроены. Здесь у нас кнопки, это открывание гаражных ворот. И вот эта кнопка открытия задней форточки. Сейчас мы вам продемонстрируем, как она работает. Вот вы видите, у нас вот мы можем открыть и закрыть. Задний подголовник немножко упирается, мешает ей открыть полностью. Но сейчас давайте рассмотрим режимы работы нашего центрального дисплея бортового компьютера. Вы видите, вот тоже дисплей у нас цветной, и размер его порядка 5 дюймов. Вот у нас сейчас включен режим показателя давления в шинах. Вот вы видите, заднее левое колесо у нас ниже нормы 32, нужно 39, и он говорит нам, что надо накачать до 39 PSI. Так, пробег у нашего автомобиля 14 751 миля. Это не новый автомобиль, и опять же, этот автомобиль у нас стоит на продаже, то есть клиента у него еще нету, поэтому если вас заинтересовало, пожалуйста, обращайтесь. Стоимость автомобиля, мы его продаем за 30 тысяч долларов США. Так, ну давайте посмотрим теперь различные режимы. Вот видите, это у нас показатель экономии топлива и расхода. Это суточные показатели пробега. Это вы можете сами выстроить конфигурацию вашего дисплея и какие показатели вы хотите, чтобы на него выходили. Так, дальше. Дальше здесь мы тоже можем делать вот такие образы. Вы видите, температура трансмиссионной жидкости, температура масла. Это сколько вашему маслу еще работать, то есть с момента замены. Ну и вот все технические параметры здесь у нас тоже показываются. Ребят, мы уже говорили о том, что наш
обозреваемый пикап оснащен автомаркет выхлопной системой от компании Magna Flow, то есть это не заводская система. И сейчас мы хотим вам просто продемонстрировать громкость работы этого глушителя. Давайте сейчас показуем, а вы послушаете. Итак, ну, опять же, продолжаем наши традиции и стараемся делать какой-то не только обзор, а и тест-драйв. Давайте проедемся на нашем пикапе. Вот мы включаем драйв. Поехали. Повторюсь, мы находимся в индустриальном таком районе. Здесь расположены одни офисы, бизнеса, естественно, дороги общего пользования, и они достаточно плотный трафик. Вот, поэтому гонять мы здесь не будем, но постараемся просто рассказать о наших впечатлениях, как вообще эта машина едет, как рулится. Видите, вот у нас уже достаточно снега, дороги, правда, высохли, сегодня уже плюсовая температура. Видите, слышен наш глушитель, как работает. Хочется отметить, что мы, опять же, повторюсь, много делали обзоров большого пикапа Toyota Tundra, Ford F350, но если сравнивать это с нашим Dodge Ram, рулится он очень просто, очень удобно, привыкнуть к габаритам достаточно быстро можно, даже если вы прежде никогда не ездили на пикапе таких размеров, то там, я думаю, спустя несколько часов вы уже привыкаете к размерам, вы уже начинаете их чувствовать, управляется машина очень хорошо, мощности и запаса двигателя вообще огромное количество, так что если у вас есть как бы желание и мысли в будущем приобрести пикап, но вы сомневаетесь, насколько комфортно вы себя будете чувствовать за рулем, то я хочу сказать, что Dodge Ram вам даст тот уровень комфорта, который вы ожидаете от пикапа. Сейчас мы развернемся. Вот, кстати, наш бывший офис, где мы начинали нашу работу. Сейчас мы используем только задний привод. Какие-то внедорожные качества показать этой машины, это опять же надо выезжать в поле и где-то там и испытывать. Мы пока этого делать не будем. Может быть, в ближайшем будущем. Так, хотим показать вам, как работают вот эти кнопки Gear плюс, Gear минус. Это тот же самый Shiftronic, то есть вы можете вручную понижать и повышать передачи. Допустим, вот сейчас мы включаем Gear минус, и она у нас показывает, что в пятой передаче сейчас машина двигается. Мы можем понизить ее до четвертой, то есть это все вручную. Gear плюс мы можем выбрать максимальную передачу, то есть она показывает, что в пятой двигается, но ограничение можем сделать 6, 7, максимум здесь 8 передач, мы уже говорили. Вот обратно вернулись в нормальный режим. Капот виден? Угу. На дороге вы, как правило, выше всех, больше всех, то есть уверенности это тоже прибавляет. Ну и опять же мощность V-образной восьмерки мотора тоже вам дает гораздо больше уверенности.
это наш офис. Итак, уважаемые зрители, спасибо за ваше внимание. С вами была компания Автобазар с видеообзором, тест-драйвом 2014 года Dodge Ram 1500 комплектации Sport. Хочется отметить, что эта машина у нас все еще на продаже. Мы ее продаем за $30 000 США. Пробег у нее 14 000 миль. Так что, если вас заинтересовал этот автомобиль, пожалуйста, обращайтесь, заходите на наш веб-сайт, оставляйте вашу заявку, пишите, звоните нам, и мы с вами свяжемся и предоставим более полную информацию и все условия поставки. Также хочется отметить, что основной наш бизнес — это экспорт автомобилей из США и Канады, как новых, так и БУ. Так что, если вас интересует какая-либо из позиций, пожалуйста, мы всегда будем рады помочь вам в приобретении и поставке практически в любую точку мира новых автомобилей из США и Канады, бывших употреблений. Так, всего доброго и до новых